Привет, вы на канале Power Device. Сейчас хочу показать, какие последние интересные новшества за эту неделю появились на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco. Первое, что стоит отметить, это ленту виджетов. Сюда добавили интересные новые виджеты. Совсем недавно в эту ленту Xiaomi добавили вот таких животных, которых раньше можно было установить только через бэкап. Причем самое интересное, вначале они добавили только вот такого кота, потом через несколько дней второго кота, а сейчас уже добавили вот такого собакина. Все это без проблем и с легкостью можно добавлять на рабочий стол. Вначале здесь нажимаем «Загрузить», а потом выбираем нужный нам виджет и добавляем его на рабочий стол. Но если именно эти виджеты предназначены для того, чтобы просто поиграться, а вот этот виджет, который также недавно добавили, предназначен уже для технической части. Посмотрите, я его также добавляю. Он полезный и многофункциональный, показывает погоду, время. Здесь открывается какой-то индонезийский календарь. Смотрите, если я вызову Circle to Search, нажму «Перевести», переводчик автоматом определяет, что это индонезийский язык. В данном виджете это самая бесполезная вещь, остальные все полезны. Далее смотрите, в этом значке виджет показывает нам заряд батареи, и если мы на него нажимаем, он активен. Активируется экономия энергии. Также нажатием она отключается. Здесь мы можем видеть наши шаги, сколько мы прошли за день. Остается здесь их только настроить. Далее загрузка ЦПУ нашего процессора. Когда на него нажимаем, он обновляется и показывает в процентах, насколько сейчас загружен наш процессор. Здесь также в процентах мы можем видеть, насколько загружена наша внутренняя память, то есть накопитель. В моем случае это всего лишь 37%, хотя у меня и установлено очень много различных приложений. Потому как мой телефон имеет достаточно памяти – 256 гигабайт. И также одна из самых интересных частей этого виджета – скоростной тест. Он определяет скорость вашего интернета, мобильного либо Wi-Fi. Обращаю также ваше внимание на то, что этот виджет работает внутри ленты виджетов. Он не перекидывает нас на какие-то отдельные сайты, что очень важно. Как это работает? Нажимаем «Проверить». Сейчас у меня подключен мобильный интернет. Синяя полоса – это загрузка, вот она. Это то, что поступает на ваш телефон, например, когда вы скачиваете какие-то файлы. А зеленая, соответственно, это отдача. Соответственно, с мобильным интернетом это может быть медленнее, чем с Wi-Fi. Также здесь мы можем видеть задержку или пинг. Это отклонение сигнала на 83 миллисекунды в данном случае. А здесь время ожидания – 14 миллисекунд. Оно очень хорошее. Если я переключусь на Wi-Fi, то данные здесь будут совсем другие, гораздо выше. С Wi-Fi задержка вообще минимальная, 1 миллисекунду, практически идеально. Скажу так, что если у вас здесь показатели меньше 80 миллисекунд, то это нормально. Если немного выше, то тоже ничего страшного, но с такой уже сайты, например, могут открываться чуть дольше. Все же абсолютно ничего критичного. Еще есть такой момент, если вы будете пользоваться этим виджетом, нажмите на погоду. Дождитесь загрузки, нажмите «Разрешить» при использовании приложения, чтобы определилось ваше местоположение. Еще здесь может быть такое, что погода будет нечасто обновляться. Тогда вам нужно удержать на ленте виджетов, зайти вот в эти настройки, нажать «Трафик», посмотреть, что здесь активно фоновое подключение. Также зайдите в батарею, поставьте «Нет ограничений». Это на случай, если погода здесь не будет сама обновляться. Думаю, все понятно. Теперь, наверное, самый важный момент по поводу этих виджетов. Посмотрите, вот это последнее обновление ленты виджетов. Только именно с этим обновлением появляется данный виджет, о котором мы только что разговаривали. Вот этот. Все подобные обновления и файлы я скидываю в свой телеграм-канал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Также очень важный момент, когда вы в телеграме скачиваете какие-то файлы, нужно нажимать вот эти 3 точки и нажимать «Сохранить в загрузке». Возможно, понадобится скачать 2 раза, чтобы файл появился у вас в телефоне. Далее уже открываете родной проводник Xiaomi и отсюда обновляете. И еще, если вы новичок, делаете щипок на рабочем столе, заходите в виджеты, и у вас здесь вообще нет таких виджетов, для того, чтобы они появились, нужно зайти в настройки, расширенные настройки, регион, в поиске найдите Индонезию и поставьте ее временно. Далее удерживаем на ленте виджетов, нажимаем «Очистить», «Очистить все». После этого еще раз делаем щипок, виджеты, и у вас появляются вот такие виджеты, о которых мы только что разговаривали.
Мы вынесли виджеты на рабочий стол, далее в настройках региона снова ставим свой регион. Обязательно шагаем назад, заходим в дату и время, перещелкиваем вот эти две галочки. При этом виджеты на рабочем столе у нас останутся. Двигаемся дальше. Также в своем телеграмме я оставлю еще одно обновление галереи. Его стоит отметить. У себя я его уже обновил. Теперь в галерее полностью переделали дизайн. Вы можете уменьшать либо приближать это меню. Нажмем вот эту сноску, продвигаемся вниз. Здесь появилась кнопка «Настроить». Теперь все эти пункты мы можем настраивать под себя для своего удобства. Вот эти разделы еще, творчество, сюжеты и так далее. Также вот здесь снизу добавлено следующее пояснение. Анализ объектов галереи у меня в данном случае 99%. Нажимаю сноску. Ваше устройство будет анализировать объекты быстрее, когда оно заряжается и экран выключен. К сожалению, детального пояснения этой функции нет. Какой именно анализ делает галерея? Скорее всего, конечно же, они имеют в виду вот такие подразделы. Если мы нажмем сюда, мы увидим. Галерея автоматически распознает документы, селфи, гифки и высокое разрешение. Также к этому разделу, я думаю, относится следующее. В приложении «Безопасность» идем в самый низ, вытягиваем меню, удаление фото, выбираем английское слово «фотос», и здесь мы можем видеть отдельно снимки экрана, дубликаты фото и так далее. Друзья, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, на этот канал. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их здесь в комментариях, либо в нашем телеграм-чате Power Device, постараемся вам помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.